Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам старых советских грузовых автомобилей, и также продолжаем рассматривать наборы для самостоятельной сборки от AVD Models в масштабе 1 к 43. В сегодняшнем видео я хочу вам показать еще одну надстройку на базовом шасси ЗИС-151. В одном из видеороликов мы рассматривали модель маслозаправщика, а сегодня посмотрим на Кунг. Это войсковая автомобильная ремонтно-эксплуатационная мастерская, сокращенно Кунг ВРМ. И эта масштабная копия снята с производства, хотя она все еще встречается в открытой продаже. И модель появилась в июне 2018 года. Ее стоимость на момент выхода составляла 1850 рублей. Относительно недорого для сборной модели такого уровня, с учетом того, что готовый экземпляр в коробочке Model Pro стоил значительно дороже. И у меня в коллекции не было кунгов на базе ЗИС-151, поэтому решил приобрести эту сборную модель в коллекцию. И мы посмотрим на содержимое набора, выскажу свое мнение, что мне в нем понравилось, что не очень, и вы в комментариях можете написать, а какие сборные модели есть у вас. Удалось ли их собрать, или вы их оставили в несобранном виде, как частичку истории. И уже высказывал свое мнение по поводу этих сборных масштабных копий с элементами из эпоксидной смолы. Я предполагаю, что сам тягач приходит из Китая в пакетиках, а надстройку изготавливают в России. И, соответственно, в России изготавливают другую упаковку. Потому что коробочки здесь компактнее, чем базовая продукция AVD Models. И они немножко другого дизайна. Здесь тонкая крышечка с изображением грузовика, а основная коробочка сделана из обычного картона. И на задней стороне нету информации о производителе, и также нету картинок с будущими анонсами. Это, конечно, не столь принципиально, но, на мой взгляд, коробочку можно было сделать чуть крупнее, потому что детали очень плотно расположены друг к другу. Во-первых, это повышает риск поломки моделей при транспортировке. И один момент, у меня, кстати, в этом наборе отсутствовала самая важная деталь, это надстройка. Вы можете посмотреть, как сложены детальки, и здесь попросту некуда положить огромный кунг. Но, к счастью, я связался с магазином, и мне выслали недостающую деталь, поэтому особых проблем с недосдачей элементов здесь нет. С набором поставляется инструкция по сборке. На первой страничке изображен грузовик, который должен получиться из этого набора. Можно также сверить наличие всех деталей со схематическим рисунком. Деталей довольно много, но при сборке надстройки не должно возникнуть каких-либо проблем, потому что, по большому счету, она состоит из двух деталей, а все остальное для сборки грузовика. И вот так должен выглядеть конечный результат. Его можно окрасить в темно-зеленый защитный цвет, можно также пофантазировать, сделать какую-то техничку, а можно надстройку поставить на более современное шасси ЗИЛ-157. Ну, давайте посмотрим на содержимое данного набора. Первый элемент – это пластиковая рама. Здесь очень много деталей уже установлены на раму, и они представляют из себя одно целое. Подножки, балансирная тележка, передний мост, бампер, также ресиверы, нижняя часть двигателя, коробка передач. С одной стороны, хотелось бы видеть более детализированную подвеску на этих моделях, но с другой стороны, это усложнило бы самостоятельную сборку, и не каждый отважится дорабатывать элементы ходовой части самостоятельно, их отдельно окрашивать. И, кстати, я видел, многие люди сначала собирают всю навеску и потом ее окрашивают как одно целое. Я предпочитаю красить детали по отдельности и уже затем собирать полностью модель.
Но опять же, здесь у каждого свой подход. Я считаю, что когда вы красите каждую деталь отдельно, то она выглядит более правдоподобно. Пакетик с элементами остекления, также осветительная техника. Пакетик запечатанный, не буду его сегодня распаковывать, все и так видно сквозь пленочку. Тем более эти детали мы уже рассматривали в прошлом видеоролике. Еще один крупный литник в запечатанном пакете. Здесь вы можете увидеть крючочки на бортовую грузовую платформу, также рукоятки переключения коробки передач, раздаточной коробки, рукоятка стояночного тормоза, сцепное устройство, корпус зеркала заднего вида, корпуса на осветительную технику. Также есть энергоаккумуляторы, стеклоочистители, брызговики, топливные баки, защита на фары, панель приборов. Могу вам показать этот элемент чуть поближе из второго набора. Но здесь, в принципе, и так все понятно. Вот еще один литничек, чтобы вам было лучше видно. Могу показать еще один литник. На первом наборе эти детали были в открытых пакетиках, а в этот раз почему-то их все запаяли. Но, видимо, из-за этого и не положили надстройку, потому что в таком виде детали занимают больше места. Мне, скорее всего, попался неопытный сборщик, который решил, что кунг будет не столь обязателен в этом наборе. Также кабина. И в кабину положили покрышки. Их 12 штук. Вот так выглядят покрышечки. Они тоже вполне хорошего качества. Нормальный протектор. Также есть боковая маркировка. И в целом эта резина не намного хуже, чем на моделях от Deep Models. Но она уступает по уровню детализации варианту от Maestro Models. Но опять же, у Maestro довольно дорогие покрышки, и если переобувать этот грузовик, то нужно выложить как минимум 300-400 рублей. Одна покрышка обычно стоит 30-40 рублей, и здесь вам нужно 12 колес. Пакетик с остеклением, также есть набор декалей. Здесь виднеются логотипы предприятия, также значки с буковкой У, звездочки, номерные знаки, дублирующий номер. Если когда-то соберусь на сборку этой модели, возможно, использую этот набор, а может быть, оставлю чистый грузовик. Не люблю захламлять модель излишними декалями, просто чтобы их наклеить. Мне больше нравятся чистые грузовички, но, конечно, автомобиль украшают регистрационные номерные знаки. И последний пакетик, в который входят крепежные шурупчики, также подложка на зеркала заднего вида и 3 металлические оси. И виднеются стеклоочистители с фототравления. Опять же, на ваш выбор вы можете установить пластиковые щеточки, можете взять их из этого пакетика. И давайте покажу вам саму надстройку. Она состоит из двух базовых деталей. Это основание и сам кунг. Качество литья вполне приличное, все очень четко изготовлено. Нету пузырьков воздуха. Вместе с надстройкой отлили поручни. Правда, перед покраской нужно будет убрать литнички. И опять же, это довольно большая проблема, потому что элемент очень хрупкий. И ненароком можно его сломать. Также подножки. Верхняя почему-то здесь отлита не очень аккуратно. Возможно, так и должно быть.
И здесь довольно тонкие стенки, они значительно тоньше, чем на надстройках от Deep Models. И теоретически можно сделать внутрянку в Kung, но опять же необходимо найти или фотографии, или чертежи того, что располагалось внутри. И надстройка не очень ровная, поэтому, чтобы установить днище, нужно постараться, но оно вполне хорошо садится в пазы. И опять же, здесь нужно вырезать отверстие. И на эти кронштейны крепятся запаски. Ну, вот такая надстройка. А в целом это вполне хороший набор, и результат зависит только от вас. Если вам удастся аккуратно собрать и окрасить масштабную копию, то на выходе вы получите достойный экземпляр, который может конкурировать с более дорогостоящими брендами. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о данной сборной масштабной модели. Какие наборы от АВД есть в ваших коллекциях и на какие наборы вы бы хотели увидеть распаковку видеоролики. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, также жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я не демонстрирую тут. На сегодня это все. Пока-пока.